Хочу замуж, но вдруг он будет такой же, как мой папа. Я не раз слышала эту ситуацию, такие слова на консультациях с одинокими девушками, у которых не получается построить отношения. Именно из-за того, что они боятся, что эти отношения разовьются действительно серьезно, и вопрос станет о замужестве. А папа в детстве был, крайне сложным человеком. Возможно, он бил ребенка, девочку. Возможно, он бил маму на глазах девочки. Возможно, он бил маму жестоко. И тогда, конечно же, девочка боится, что мужчина в ее жизни окажется таким же. А еще это подкрепляется тем, что нам рассказывают, что мы часто повторяем сценарии наших родителей. И это действительно так, к сожалению. Что здесь может помочь? Может помочь научиться видеть, что мужчины бывают разные, как и женщины, как и вообще все люди. Это правда. Если мужчина с вами в отношениях, и он не делает ничего того крайне плохого, что делал, например, папа, не бьет, не оскорбляет жестко как-то, да, нет физического насилия, то это не значит, это значит, что он вполне может не быть таким, как папа. Я бы рекомендовала таким девушкам немножко пересиливать, может быть, себя, быть посмелее и шагать в новые отношения, и держать внутри веру и надежду в то, что я могу встретить мужчину лучше, чем встретила моя мама. При этом здесь очень важно параллельно не отказываться от своего отца, каким бы он, извините, мудаком не был. Потому что если мы не принимаем одного из своих родителей, а наш мозг понимает, что мы же наполовину состоим из мамы, а наполовину из папы. И это никуда не денешь. И тогда, если я, например, не принимаю маму или папу, то я не принимаю часть себя. Да, найти оправдание таким поступкам жестким, как бить маму, да, там, не знаю, ножом на нее кидаться, выносить из дома деньги, ценные вещи и проигрывать их в каких-нибудь там, да, игровых историях. Это ужасно, этому невозможно найти оправдание. И не надо. Не надо искать этому оправдания. Можно посмотреть на отца в этой ситуации, как на человека, который вот так справлялся со своей слабостью. Это жестоко, это неправильно. Он ответственный за это, но при этом он остается отцом. Попробовать увидеть в нем просто слабого человека. Попробовать принять это чувство беспомощности, которое было в детстве у ребенка. Это сложно. Обычно в таких ситуациях все-таки необходима психотерапия. Потому что серьезные такие истории из детства, если в детстве ребенок не справился, они записались в мозг как травматичное событие. А все старые травматичные события нужно перерабатывать, конечно же, профессиональными, научно доказанными методами психотерапии. Но что можно сделать самостоятельно? Смотреть на разных мужчин на улице и говорить внутри себя, самой себе фразу, как бы, знаете, аутопрограммированием, самопрограммированием заниматься. Мужчины разные. Я верю, что я могу встретить хорошего мужчину. Я надеюсь на это. И самое главное, последнее, не ожидать, что следующий, кого вы встретите, должен обязательно оказаться идеальным. Идеальных не бывает, да, или он должен оказаться хорошим. Разрешите себе попробовать много раз строить отношения, веря, что когда-нибудь я обязательно встречу. Делайте эти попытки. Ну а почему же бывает так, что женщина, девушка в этой ситуации встречает мужчину, и он вроде бы объективно ничего глобально плохого-то не делает, а ей все равно страшно рядом с ним? Потому что приходит вот эта травма, и мы начинаем видеть человека через призму прошлого травматического опыта. И тогда очень полезно бы как-то, не знаю, похлопать себя по плечам, да, вот, вернуть себя в тело, встрепенуть и сказать себе, то, что было в детстве, это было в детстве с другим человеком, а этот, он другой. И сегодня я взрослая, могу организовать себе безопасность или в крайнем случае уйти от того, с кем мне будет плохо, почувствовать эту свободу, приближаться и отходить, если вам что-то не нравится. Ведь в детстве эта девочка не могла уйти от отца. Ну куда? Ребенок же не уходит из семьи маленький, он не выживет без семьи. Поэтому, к сожалению, детки вынуждены терпеть весь тот
трэш, который иногда, ну, хотел сказать иногда, на самом деле часто происходит в семьях. Я надеюсь, что это видео кому-то поможет. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте нам с собачкой у нас появился новый член семьи, моя новая любовь. Ставьте нам, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии, если хотите что-то спросить или рассказать. Я обязательно их прочитаю. И до встречи в следующих видео.